Агата Кристи. Убийство на поле для гольфа. Глава 1. Попутчица. Вероятно, многие помнят известный анекдот о том, как молодой актер, желая сразить наповал пресыщенного редактора, которого ничем уже не проймешь, сразу взял быка за рога и начал свой роман словами «Черт побери!» — воскликнула герцогиня. Удивительное совпадение, но история, которая приключилась со мной, имеет очень похожее начало. Правда, юная леди, с уст которой сорвалось упомянутое мною энергическое выражение, явно не принадлежала к титулованным особам. Стояло самое начало июня. Закончив дела в Париже, я возвращался утренним поездом в Лондон, где мы с моим старым другом Эркюлем Пуаро, удалившимся от дел бельгийским сыщиком, снимали квартиру. Экспресс Париж-Кале был на удивление пуст. В купе, кроме меня, находился всего один пассажир, которого я едва приметил краем глаза, озабоченно пересматривая свой багаж, наспех упакованный в гостинице. Но вот поезд тронулся, и тут мой попутчик, вернее попутчица, весьма решительно напомнила о своем присутствии. Вскочив с места, она опустила стекло и высунулась наружу. Потом, со стуком водворив его на место, громко выпалила «Черт подери!». Вообще-то, по нынешним временам я несколько старомоден. Считаю, например, что женщине не пристало расставаться с исконными женскими добродетелями. Терпеть не могу нынешних нервических молодых особ, которые только и знают, что дергаются под музыку джаз-банда, дымят точно паровоз и изъясняются так, что могут вогнать в краску торговок с Биллинсгейта. Я бросил не слишком приветливый взгляд на хорошенькую головку, лихо увенчанную маленькой красной шляпкой. Довольно дерзкая девица. Густые черные завитки скрывали уши. Вряд ли ей было больше 17. Несмотря на толстый слой пудры, покрывавший ее лицо, и губы, накрашенные не просто ярко, а что называется «вырви глаз». Немало не смущаясь, она ответила на мой взгляд и скорчила презрительную гримаску. «Скажите на милость, почтенный джентльмен, кажется, шокирован?» — воскликнула она, адресуясь к воображаемой публике. «Прошу прощения, дурной тон и всякое такое, но, ей-богу, я не виновата. Представляете, куда-то делась моя сестра, моя единственная сестра». «Вот как?» — вежливо осведомился я. «Право, мне очень жаль». «Он нас осуждает», — заметила девушка. «Осуждает и меня, и мою сестру. И это уже совсем несправедливо, ведь он ее даже не видел». Я хотел было возразить ей, но она и рта не дала мне открыть. «Ни слова более. Никто меня не любит. Я удалюсь в пустыню и буду жить акридами питаясь. О, горе мне, о, горе!» Она спряталась за французским юмористическим журналом огромного формата. Но не прошло и минуты, как я заметил, что девушка поверх журнала украдкой кидает на меня любопытные взгляды. Как я ни крепился, мне не удалось сдержать улыбки. Тогда и она, отбросив журнал, разразилась веселым смехом. «Я так и думала, вы не такой зануда, каким показались мне вначале», — воскликнула она. Незнакомка смеялась так заразительно, что и я невольно тоже расхохотался, хотя словечко, которым она наградила меня, было не слишком лестно. «Ну вот мы и подружились», — объявила дерзкая девчонка. «Скажите, вы огорчены, что моя сестра? Я безутешен. Смотрите, какой добренький». Однако, позвольте мне закончить мою мысль. Я хотел сказать, хоть я и безутешен, надеюсь, я как-нибудь примирюсь с ее отсутствием, заметил я, отвешивая легкий поклон. В ответ на мои слова эта абсолютно непредсказуемая особа нахмурилась и покачала головой. «Ну хватит, мне больше нравится, как вы изображаете благородное негодование. Не нашего, мол, круга. И тут вы совершенно правы. Хотя имейте в виду, в наше время не все так просто. Не каждый отличит даму полусвета от герцогини. Ну вот, кажется, я снова шокировала вас. И откуда вы такой взялись? Ну просто допотопный тип. А впрочем, мне это даже нравится. Я ведь могу поладить с каким-нибудь снобом и похлеще вас. Но вот кого терпеть не могу, так это нахалов. Они меня просто в бешенство приводят.
Она решительно тряхнула головой. «Интересно, какая вы в бешенстве?» — с улыбкой спросил я. «О, сущий черт, могу натворить что угодно. Однажды чуть по физиономии не врезала одному типу. И по делам ему». «Пожалуйста», — взмолился я, — «не впадайте в бешенство в моем присутствии». «Обещаю. Вообще-то вы мне с первого взгляда понравились. Правда, вид у вас был ужасно неприступный. Никогда бы не подумала, что мы так славно разговоримся». «Вот и ошиблись. А теперь расскажите мне немного о себе». «Чего рассказывать? Я актриса». «Нет, совсем не то, что вы думаете. Я с 6 лет на арене, кувыркаюсь». «Прошу прощения, не понял», — сказал я озадаченно. «Вы что, не видели детей-акробатов? Ах, вот оно что! Родилась я в Америке, но почти все время живу в Англии. Сейчас мы подготовили новое выступление». «Мы?» «Ну да, мы с сестрой. Песни, танцы, репризы, ну и немного акробатики. Словом, совсем новый жанр, публику бьет наповал. Надеемся, сборы будут». Доверчиво подавшись ко мне, моя новая знакомая пустилась рассуждать о предмете, в котором я был совершенный профан. Однако, неожиданно для себя самого, я обнаружил, что девушка вызывает у меня все больший интерес. Меня забавляло в ней необычное сочетание ребячливости и женственности. Вопреки явному желанию казаться этакой опытной, искушенной особой, способной постоять за себя, в ней проглядывала детское простодушие и наивная решимость во что бы то ни стало преуспеть в своем деле. Тем временем мы миновали Амьен, который слишком живо напоминал мне о недавнем прошлом. Моя спутница каким-то шестым чувством поняла, что творится в моей душе. «Войну вспоминаете, да?» Я кивнул. «Участвовали в сражениях?» «Еще как. Был ранен, ну а потом, после Соммы, меня демобилизовали. Теперь я что-то вроде личного секретаря у одного члена парламента». «Вот это да! Интересно должно быть». «Ну, не сказал бы. Делать там решительно нечего. Мои обязанности отнимают у меня не более 2 часов в день. Весьма нудная работа. Просто не знаю, что бы я делал, если бы не нашел занятие, которое меня очень увлекает». «Упаси Господи! Неужели вы коллекционируете жуков?» «Да нет, успокойтесь. Я снимаю квартиру с одним очень интересным человеком. Он бельгиец, бывший детектив. Сейчас в Лондоне занимается частным сыском, непревзойденный специалист в этом деле. Поистине, это самый удивительный человек, какого мне приходилось встречать. Он не раз распутывал такие дела, где полиция оказывалась совершенно бессильна». Моя хорошенькая спутница слушала, широко раскрыв глаза. «Да чего же интересно, правда? Я просто обожаю преступления. Ни одного детективного фильма не пропускаю, а уж когда случаются убийства, меня не оторвешь от газет». «Слышали о деле в Стайльзе?» — спросил я. «Постойте, там почтенная старушка, которую отравили, где-то в Эссексе?» Я кивнул. Ну так вот, это было первое крупное дело Пуаро. Если бы не он, убийцу бы ни за что не нашли. Да, здесь он показал себя непревзойденным профессионалом. Сев на любимого конька, я пустился вспоминать подробности этого запутанного дела, не преминув особо ярко обрисовать его неожиданное и триумфальное завершение. Девушка слушала мой рассказ, затаив дыхание. Мы были так поглощены разговором, что не заметили, как поезд прибыл в Кале. Я подозвал носильщиков, и мы спустились на платформу. Девушка протянула мне руку. «Прощайте, обещаю следить за своей речью. Позвольте хотя бы проводить вас на пароход». «Нет, мне не на пароход. Подожду еще, может, моя сестра все же объявится. Но все равно спасибо». «Как? Неужели мы никогда больше не увидимся, и вы не скажете мне даже вашего имени?» — вскричал я, видя, что девушка уходит. Она оглянулась и, смеясь, бросила через плечо: «Сандре Леона». Я и не подозревал в ту минуту, при каких обстоятельствах мне снова придется встретиться с нею. Глава 2. Ради всего святого приезжайте.
На следующее утро в 9:55 я вошел в нашу общую гостиную, где мы обычно завтракали. Мой друг Пуаро, отличавшийся необыкновенной пунктуальностью, как раз разбивал скорлупу второго яйца. Увидев меня, он просиял. «Надеюсь, хорошо спали. Пришли в себя от этой ужасной болтанки на море. Удивительно, вы сегодня явились к завтраку почти вовремя. Пардон, у вас галстук сбился. Позвольте, я поправлю». Кажется, я уже где-то описывал наружность Эркюля Пуаро. Начать с того, что он необыкновенно мал ростом, 5 футов и 4 дюйма. Яйцеобразная голова, обычно немного склоненная на бок. Глаза, в которых в минуты возбуждения мелькает зеленая искорка, жесткие, воинственно торчащие усы, величавый, исполненный гордого достоинства вид. Одет он всегда с иголочки и выглядит весьма элегантно. Невероятный аккуратист, во всем без исключения, небрежно завязанный галстук, загнувшийся уголок воротничка или ничтожная пылинка на одежде причиняют ему невыносимые страдания, если только он лишен возможности немедленно и собственноручно навести должный порядок. Порядок и методичность – вот два идола, которым он поклоняется. Он всегда испытывал легкое презрение к вещественным уликам, таким, скажем, как следы или пепел от сигареты, утверждая, что сами по себе они ни в коей мере не могут помочь расследованию. Постукивая по своей яйцеобразной голове, он, бывало, говорил с забавным самодовольством: «Настоящая работа совершается здесь, внутри, серыми клеточками. Никогда не забывайте о серых клеточках, мон ами». Я подсел к столу и небрежно заметил в ответ, что назвать ужасным короткое не более часа морское путешествие из Кале в Дувр, пожалуй, было бы с моей стороны сильным преувеличением. «А что почта? Нет ли чего-нибудь занятного?» – осведомился я. Пуаро разочарованно покачал головой. «Правда, писем я еще не читал, да и то сказать, что может быть интересного в наши дни. Великие преступления, загадка которых требует безупречно организованной работы ума. Где они?» И он поник головой с таким унылым видом, что я невольно расхохотался. «Не падайте духом, Пуаро, удача еще улыбнется вам. Прочтите письма, как знать, вдруг какое-нибудь занятное дело замаячит на горизонте». Пуаро улыбнулся и, взяв маленький изящный нож для разрезания бумаг, которым неизменно пользовался, вскрыл несколько конвертов, лежавших подле его тарелки. «Счет, еще один. Кажется, к старости я становлюсь мотом. А, послание от Джеппа». «Да?» — я навострил уши. Инспектор Джепп из Скотланд-Ярда уже не раз подкидывал нам интересные дела. Всего лишь благодарность в его обычной манере за то, что я немного помог ему в деле Эберистуайта, указал верное направление расследования. Рад, что мог быть полезен ему. Пуаро неторопливо продолжал просматривать корреспонденцию. Предлагают прочесть лекцию местным бойскаутам. Графиня Форфенок будет весьма признательна, если я навещу ее, предварительно позвонив по телефону. Наверняка опять баллонка пропала. А вот и последнее. Ого! Я вскинул глаза, сразу уловив перемену в его голосе. Пуаро внимательно вчитывался в письмо. Минуту спустя он протянул листок мне. «Что-то не совсем обычное, мон ами. Прочтите сами». Письмо было написано на бумаге иностранного образца, отчетливым характерным почерком. «Вилла Женевьева. Мерлинвиль-сюр-Мер, Франция. Дорогой сэр, крайне нуждаясь в помощи детектива, я по причинам, которые объясню вам позже, не желаю прибегать к услугам полиции. Будучи много наслышан о ваших недюжинных способностях и крайней осмотрительности, уверен, что могу положиться на вашу сдержанность. Не решаясь доверить все обстоятельства моего дела бумаге, могу сообщить лишь, что некие секретные сведения, которыми я располагаю, заставляют меня ежечасно опасаться за свою жизнь. Убежден, что неминуемая беда нависла надо мною, и поэтому умоляю вас не медлить.
В Кале вас будет ждать автомобиль. Прошу только телеграфировать время прибытия. Буду чрезвычайно обязан, если вы сможете оставить дела, которыми сейчас занимаетесь, и целиком посвятить себя моим интересам. Готов выплатить вам необходимую компенсацию. Вероятно, я буду нуждаться в вашей помощи довольно длительное время, ибо может случиться, что вам придется поехать в Сантьяго, где я в свое время провел несколько лет. Предоставляю вам самому назвать сумму вознаграждения, с которой я заранее согласен. Еще раз заверяю вас, что дело не терпит отлагательств. С совершенным почтением, П.Т. Рено. Внизу под подписью видно наспех нацарапали приписку, которую с трудом можно было разобрать. «Ради всего святого, приезжайте». Я вернул письмо Пуаро, чувствуя, как забилось сердце у меня в груди. «Ну, наконец-то!» — воскликнул я. «Безусловно, это что-то из ряда вон выходящее». «Возможно», — сказал Пуаро в раздумье. «Вы, конечно, поедете?» — продолжал я. Пуаро кивнул. Он сидел, целиком уйдя в свои мысли. Потом, видно, приняв решение, бросил взгляд на часы. Лицо его было чрезвычайно серьезно. «Итак, мой друг, не будем терять времени. Впрочем, экспресс «Континенталь» отправляется от вокзала Виктория в 11 часов, так что можно не волноваться. Минут 10 мы еще можем поговорить. Вы ведь поедете со мной, не так ли?» «Да, но...» «Вы же говорили, что ближайшие полмесяца не понадобитесь вашему шефу». «Да, верно. Но этот мосье Рено ясно дал понять, что его дело чрезвычайно конфиденциально. Не тревожьтесь, с мосье Рено я все улажу. Кстати, это имя мне как будто знакомо. Есть, например, известный южноамериканский миллионер Рено. Может быть, это он и есть?» «Без сомнения. Тогда понятно, почему он упоминает Сантьяго. Сантьяго в Чили, а Чили в Южной Америке. О, вот мы все и выяснили. А вы обратили внимание на постскриптум? Вам он не показался странным?» Я задумался. Видимо, когда мосье Рено писал письмо, он еще владел собою, а последние 4 слова черкнул в порыве отчаяния. В ответ Пуаро решительно покачал головой. «Ошибаетесь, мой друг. Разве вы не видите, что письмо написано яркими черными чернилами, а постскриптум совсем бледными?» «Ну и что же?» — спросил я озадаченно. «Мон ду, мон ами, напрягите же свои серые клеточки. Разве не понятно?» Мосье Рено написал письмо. Не промокнув чернила, он внимательно перечитал его. Потом, отнюдь не в порыве отчаяния, а совершенно обдуманно, он приписал эти последние слова и только тут промокнул письмо. Зачем? Парблю! Да чтобы они произвели на меня такое же сильное впечатление, как и на вас. Вот как? Мауи, он хочет заручиться моим согласием. Он перечел письмо и остался недоволен, решил, что получилось недостаточно убедительно. Пуаро промолчал, потом вкратчиво заговорил, и глаза его сверкнули зеленым огнем, который неизменно указывал, что мой друг охвачен азартом. «Итак, мон ами, именно потому, что постскриптум сделан не в порыве отчаяния, а спокойно и хладнокровно, мосье Рено крайне необходимо мое присутствие, и мы должны отправиться в путь немедленно». «Мерлинвиль», — пробормотал я задумчиво. «Сдается мне, я что-то слышал о нем». Пуаро кивнул. «Да, это небольшой, но модный курорт где-то между Булонью и Кале. Вероятно, у мосье Рено есть дом в Англии. Да, помнится, в Ратлендгейте. И большое поместье где-то в Хартфордшире. Но вообще-то я мало что знаю о нем. Он ведь не общественный деятель. Думаю, он ворочает в Сити крупными делами, связанными с Южной Америкой, и что бывает в Чили и в Аргентине. Ну да ладно, все это мы сможем узнать у него самого. Что ж, давайте собираться в дорогу. Упакуем самое необходимое и закажем такси до вокзала Виктория. В 11 часов мы уже отбыли в Дувр. Перед отходом поезда Пуаро отправил мосье Рено телеграмму, в которой уведомлял о времени нашего прибытия в Кале. На пароходе я счел за лучшее
не нарушать уединение моего друга. Погода стояла великолепная, и море было спокойное, точно пресловутая тихая заводь. Поэтому, когда мы сходили с парохода в Кале, я ничуть не удивился, увидев улыбку на лице Пуаро. Однако тут нас ждало разочарование. Нас не встречали, и обещанного автомобиля не было. Правда, Пуаро предположил, что телеграмму просто еще не успели получить. «Ничего, наймем автомобиль», — бодро заявил он. Не прошло и нескольких минут, как мы уже тряслись в самой старой и дребезжащей колымаге, какую только можно себе вообразить, по направлению к Мерлинвиллю. Я чувствовал необычайный подъем, между тем как Пуаро поглядывал на меня довольно сурово. «Ваше веселое настроение не к добру, Гастингс». «Какая чепуха! Стало быть, вы не разделяете мои чувства?» «Нисколько. Напротив, я испытываю страх». «Страх?» «Да. У меня дурные предчувствия. Боюсь, сам не знаю чего». Пуаро так мрачно изрек это, что я невольно поддался его настроению. «У меня такое ощущение, — растягивая слова, проговорил он, — что нам предстоит серьезное дело, запутанное и опасное. Во всяком случае, разобраться будет нелегко». Я хотел было порасспросить его, но тут мы как раз въехали в Мерлинвиль, который впрямь оказался небольшим курортным городишком, и притормозили, чтобы узнать дорогу к вилле Женевьева. «Все время прямо, мосье, через весь город. Вилла Женевьева примерно в полумиле от него. Вы ее сразу увидите. Большая вилла, смотрит на море». Поблагодарив прохожего, мы пустились в путь, и вот город уже позади. У развилки нам снова пришлось остановиться. По дороге плелся крестьянин, и мы стали ждать, пока он приблизится, чтобы узнать, куда нам свернуть. У самой дороги, правда, стояла небольшая вилла, но она была столь ветха и неказиста, что ее никак нельзя было принять за виллу Женевьева. Пока мы ждали, калитка маленькой виллы отворилась, и на дорогу вышла девушка. Тем временем крестьянин поравнялся с нами, и шофер высунулся в окошко, чтобы расспросить его. «Вилла Женевьева? Направо, мосье, тут рукой подать. Да вы сразу увидите ее за поворотом». Шофер поблагодарил его, и мы двинулись дальше. А я не мог глаз оторвать от девушки. Она стояла, держась рукой за калитку, и смотрела нам вслед. Девушка была так хороша, что ее всякий заметил бы, не говоря уже обо мне, искреннем поклоннике женской красоты. Очень высокая, сложена, как юная богиня, непокрытая золотистая головка сверкает в солнечных лучах. Готов поклясться, это было самое прелестное создание, какое мне доводилось видеть в своей жизни. Я чуть не свернул шею, оглядываясь на нее, пока наша колымага тряслась по ухабистой дороге. «Боже мой, Пуаро!» — вскричал я. «Вы видели эту юную богиню?» Пуаро поднял брови. «Ну, начинается», — пробормотал он. «Вы уже успели высмотреть богиню? Но, черт возьми, разве она не богиня?» «Не знаю, не заметил. Но вы же ее видели». «Мон ами, редко случается, когда два разных человека видят одно и то же. Вы, например, увидели богиню, а я...» Он не договорил. «Что?» «А я увидел девушку с тревожным взглядом», — мрачно закончил Пуаро. Тут как раз мы подъехали к высоким зеленым воротам, и оба издали возглас удивления. Полицейский, весьма внушительного вида, поднял руку, преградив нам путь. «Сюда нельзя, мосье. Нам необходимо видеть мосье Рено», — вскричал я. «Он ждет нас. Это ведь его вилла, да?» «Да, но...» Пуаро подался вперед. «Но что?» «Мосье Рено убит сегодня утром». Глава 3. Вилла Женевьева. Я и глазом не успел моргнуть, как Пуаро уже выскочил из автомобиля. Глаза его возбужденно сверкали. «Что? Вы говорите, убит? Когда? Каким образом?» Полицейский важно выпрямился. «На вопросы отвечать не положено, мосье». «Понятно». Пуаро на минуту задумался. «Комиссар полиции, я полагаю, здесь?» «Да, мосье». Пуаро, достав свою визитную карточку, набросал на ней несколько слов. «Вуаля!
Пожалуйста, немедленно передайте это комиссару». Полицейский взял карточку и, обернувшись назад, свистнул. Тут же подошел еще один полицейский, которому и была вручена записка. Через несколько минут плотный коротышка с огромными усами торопливо вышел из ворот. Полицейский, взяв под козырек, отошел в сторону. «Мой дорогой мосье Пуаро!» — вскричал незнакомец. «Счастлив видеть вас! Вы как нельзя более кстати!» Пуаро просиял. «Мосье Бэкс! Как я рад! А это мой друг, капитан Гастингс, англичанин. Представил он меня. А это мосье Люсьен Бэкс». Мы церемонно раскланялись, и мосье Бэкс снова обратился к Пуаро. «Старина, ведь мы виделись в последний раз в 99-м в Остенде. Вам что-нибудь известно о мосье Рено? Думаю, не смогу сообщить вам ничего полезного. Вы знаете, что меня сюда вызвали? Нет? Кто вас вызвал? Мосье Рено. Видимо, он догадывался, что кто-то покушается на его жизнь. К несчастью, он обратился ко мне слишком поздно». «Не может быть!» — воскликнул Бэкс. «Значит, он знал, что его хотят убить. Это совершенно меняет дело. Однако давайте войдем в дом». Он распахнул ворота, и мы направились к дому. Мосье Бэкс продолжал. «Надо немедленно сообщить об этом следователю мосье Оте. Он только что закончил осмотр места преступления и приступает к опросу свидетелей». «Когда было совершено преступление?» — спросил Пуаро. «Тело нашли сегодня утром около 9 часов. Из слов мадам Рено и медицинского заключения следует, что смерть наступила, вероятно, около 2 часов ночи. Прошу вас, входите». Мы поднялись по ступеням, ведущим к парадной двери. В холле сидел еще один полицейский. Увидев комиссара, он встал. «Где мосье Оте?» — спросил его Бэкс. «В гостиной, мосье». Мосье Бэкс отворил левую дверь, и мы вошли. Мосье Оте и его помощник сидели, склонившись у большого круглого стола. Когда мы вошли, они подняли головы и взглянули на нас. Комиссар представил нас и объяснил, как мы здесь оказались. Следователь мосье Оте был высок, сухопар, с пронзительным взглядом темных глаз и аккуратно подстриженной седой бородкой, которую имел обыкновение слегка поглаживать во время беседы. У камина стоял пожилой, немного сутулый человек, которого нам представили как доктора Дюрана. «Поразительно», — сказал мосье Оте, выслушав рассказ комиссара. «Письмо у вас с собой, мосье?» Пуаро протянул ему письмо, и следователь погрузился в чтение. Он пишет о какой-то тайне. Досадно, что он ничего не объяснил. Мы весьма обязаны вам, мосье Пуаро. Надеюсь, вы окажете нам честь и поможете расследовать это дело, если, конечно, у вас нет более неотложных дел в Лондоне. Я намерен остаться здесь, господин следователь. К несчастью, я прибыл слишком поздно и не смог предотвратить смерть мосье Рено, однако почитаю своим долгом найти убийцу». В ответ следователь поклонился. «Это делает вам честь, мосье Пуаро. Мадам Рено, без сомнения, также пожелает воспользоваться вашими услугами. С минуты на минуту должен прибыть мосье Жиро из парижской уголовной полиции Сюрте. Уверен, вы окажетесь полезны друг другу в этом расследовании. А пока, надеюсь, вы не откажетесь присутствовать при допросе свидетелей. Само собой, если вам потребуется какая-то помощь, вы ее немедленно получите». «Благодарю, мосье. Вы ведь понимаете, что я пока в полном неведении. Мне абсолютно ничего не известно». Мосье Оте подал знак комиссару, и тот начал рассказ. Сегодня утром Франсуаза, старая служанка, спустившись в холл, чтобы заняться своей обычной работой, увидела, что парадная дверь приоткрыта. Она всполошилась, может, в доме побывали воры, и бросилась в столовую. Убедившись, что серебро на месте, она успокоилась, решила, что хозяин, наверное, встал пораньше и вышел прогуляться. «Прошу прощения, мосье, у него была такая привычка». «Нет, но старуха Франсуаза, да и многие другие тоже, считает, что англичане все ненормальные, и от них можно ожидать чего угодно». Горничная Леони, молодая девушка, войдя, как всегда, к своей госпоже, чтобы разбудить ее,
В ужасе обнаружила, что мадам Рено связана, и во рту у нее кляп. Почти в ту же минуту пришли с сообщением, что найдено уже остывшее тело мосье Рено, убитого ударом ножа в спину. Где? Вот тут мы и сталкиваемся с самым загадочным обстоятельством этого дела. Мосье Рено лежал ничком возле вырытой могилы. Что? Да, возле свежевырытой могилы, в нескольких ярдах от живой изгороди, окружающей виллу. И он был мертв? Когда же наступила смерть? На этот вопрос ответил доктор Дюран. Я осмотрел тело сегодня утром в 10 часов. Смерть наступила, должно быть, не менее чем 7, а то и 10 часов назад. Значит, между полуночью и 3 часами ночи. Совершенно верно. Судя по словам мадам Рено, это случилось после 2 часов ночи, что еще более суживает временной интервал. Смерть, должно быть, была мгновенной. Версия самоубийства, естественно, отпадает. Пуаро кивнул, и комиссар снова заговорил. Насмерть перепуганные служанки развязали мадам Рено. Она была ужасно слаба, почти без сознания от боли, которую причинили ей веревки. Как выяснилось, 2 незнакомцев в масках ворвались в спальню, засунули ей в рот кляп и связали, а мосье Рено силой куда-то увели. Все это нам с ее слов передали слуги. Узнав о смерти мужа, мадам Рено испытала сильнейшее нервное потрясение. Доктор Дюран, прибыв на место происшествия, сразу дал ей успокоительное, и мы были лишены возможности допросить ее. Будем надеяться, что сон подкрепит ее, она придет в себя и сможет вынести такое тяжкое испытание, как допрос. Комиссар помолчал. Кто еще живет в доме? Старуха Франсуаза, экономка. Она служила здесь еще у прежних владельцев виллы Женевьева. Затем 2 молодые девушки, сестры Денис и Леони Улар. Родители их весьма почтенные люди, живут в Мерлинвилле, у них там дом. Кроме того, есть еще шофер, которого мосье Рено привез из Англии, но он сейчас в отпуске. Ну и, наконец, сама мадам Рено и ее сын, мосье Жак Рено, он в отъезде. Пуаро наклонил голову, мосье Оте громко позвал «Маршо!». Появился полицейский. «Позовите сюда Франсуазу». Полицейский взял под козырек и удалился, но тут же вернулся в сопровождении испуганной Франсуазы. «Ваше имя Франсуаза Арише?» «Да, мосье». «Давно ли вы служите на вилле Женевьева?» 11 лет. Сначала у мадам Виконтессы, а потом, когда она этой весной продала виллу, я согласилась остаться здесь и служу теперь господину английскому милорду. Кто бы мог подумать?» Следователь перебил ее. «Конечно, конечно. А теперь, Франсуаза, скажите мне, кто обычно запирает на ночь парадную дверь?» «Я, мосье, всегда сама проверяю». «И вчера вечером тоже?» «Да, я заперла ее, как обычно». «Вы уверены?» «Клянусь всеми святыми, мосье». «В котором часу это было?» «Как всегда, мосье, в 10:30». «А где были все остальные в это время? Они что, уже легли спать?» «Мадам уже ушла к себе. Денис и Леони поднялись наверх со мною вместе, а мосье все еще сидел у себя в кабинете». «Значит, если кто-нибудь и мог отпереть дверь, так только сам мосье Рено?» Франсуаза пожала своими широкими плечами. «Да разве стал бы он отпирать ее? Ведь того и гляди, влезут воры или убийцы. Хорошенькое дело. Мосье не сумасшедший, чтобы отпирать дверь. Вот разве что, когда он провожал даму». «Даму? Какую даму?» – нетерпеливо перебил ее следователь. «Ну как какую? Даму, которая к нему приходила». «Значит, у него вчера была дама?» «Ну да, мосье, и не только вчера, она часто приходила». «Кто она? Вы ее знаете?» Франсуаза бросила на него хитрый взгляд. «Откуда мне знать?» – буркнула она. «Ведь не я ее вчера впускала». «Ах так!» – рявкнул следователь и стукнул кулаком по столу. «Шутить с полицией вздумали, да? Сию минуту назовите мне имя женщины, которая приходила к мосье Рено по вечерам».
«Полиция, полиция!» – проворчала Франсуаза. «Вот уж не думала, что придется иметь дело с полицией. Да ладно, знаю я, кто она. Это мадам Добрей». Комиссар ахнул от неожиданности и даже подался вперед, всем своим видом выражая крайнее изумление. «Мадам Добрей? Вилла Маргарит, что тут рядом? А я что говорю, очень даже приятная дамочка». Старуха презрительно вскинула голову. «Мадам Добрей», — пробормотал комиссар, — «просто немыслимо». «Вуаля», — проворчала Франсуаза, — «вот и говори вам после этого правду». «Да нет, что вы», — поспешил ее успокоить следователь, — «нас просто удивило ваше сообщение, вот и все». «Мадам Добрей и мосье Рено, они что же, Тут он деликатно замялся. «А, наверное, так и было? Откуда мне знать? Впрочем, что ж тут удивительного? Мосье ведь был английский милорд, очень богатый. А мадам Добрей, она еле концы с концами сводила, но очень шикарная, хотя они с дочерью живут очень скромно. Но меня не проведешь, это женщина с прошлым. Теперь она, правда, уже в летах, но мафу еще хоть куда. Сама не раз видела, как мужчины на нее заглядываются, а в последнее время она, все в городе это заметили, в расходах не стесняется. Видно, денежки-то завелись, а ведь было время, каждую копейку считали». Франсуаза тряхнула головой с видом совершенной уверенности в своей правоте. Мосье Оте в задумчивости поглаживал бородку. «А мадам Рено», — заговорил он наконец, — «как она относилась к этой дружбе?» Франсуаза пожала плечами. «Она ведь всегда уж такая вежливая, такая обходительная. Говорят, она ничего и не подозревает. И все-таки сердце-то, оно ведь все чувствует, как вы думаете, мосье? День ото дня мадам все худеет, да бледнеет у меня на глазах. Теперь уж она совсем не та, что месяц назад, когда они приехали сюда. Мосье тоже очень изменился. Точно его что-то мучило. И нервный стал, вот-вот сорвется. А чему тут удивляться, такие странные отношения? Ни выдержки, ни благоразумия. Одно слово – английские манеры. Я от возмущения аж подпрыгнул на стуле. Но следователь, как ни в чем не бывало, продолжал допрос, не удостоив внимания выпад Франсуазы. «Так вы говорите, мосье Рено сам проводил мадам Добрей? Значит, она ушла?» «Да, мосье. Я слышала, как они вышли из кабинета и подошли к парадной двери. Мосье пожелал ей спокойной ночи и запер дверь». «В котором часу это было?» «Минут 25:11, мосье». «А когда мосье Рено пошел спать, вы не знаете?» «Минут через 10 после нас. Эта лестница такая скрипучая, всегда слышно, когда кто-нибудь поднимается или спускается». «Что же было потом? Ночью вы ничего не слышали?» «Совсем ничего, мосье». «Кто из прислуги раньше всех спустился вниз утром?» «Я, мосье, и сразу увидела распахнутую дверь». «А окна, они все были закрыты?» «Да, мосье, все было в порядке, ничего подозрительного». «Хорошо, Франсуаза, можете идти». Старуха зашаркала к дверям. На пороге она обернулась. «Скажу вам одну вещь, мосье. Это мадам Добрей скверная женщина. Да-да, мы, женщины, лучше знаем друг друга. Это недостойная особа, попомните мои слова». Покачивая головой с важным видом, Франсуаза удалилась. «Леони Улар!» — вызвал следователь. Леони появилась на пороге, заливаясь слезами, чуть ли не в истерике. Но мосье Оте оказался на высоте и весьма ловко справился с рыдающей девицей. Она только и твердила о том, как увидела связанную мадам с кляпом во рту, но зато уж живописала эту сцену с истинным драматизмом. Ночью же она, как и Франсуаза, ничего не слышала. Потом пришла очередь ее сестры Денис, которая подтвердила, что хозяин, мосье Рено, разительно изменился в последнее время. С каждым днем он становился все угрюмее, потерял аппетит, всегда был в дурном настроении. У Денис была своя версия преступления. Тут и думать нечего, с ним расправилась мафия. Эти двое в масках, кто они, как вы думаете? Ужас, что творится в мире.
«Возможно, вы и правы», — невозмутимо заметил следователь. «А теперь скажите мне, милочка, это вы вчера открывали дверь мадам Добрей?» «Не вчера, мосье, а позавчера». «А как же Франсуаза сказала, что мадам Добрей была здесь вчера?» «Нет, мосье, вчера мосье Рено посетила дама, но это была вовсе не мадам Добрей». Удивленный следователь выспрашивал и так, и этак, но Денис твердо стояла на своем. Она прекрасно знает мадам Добрей. Та дама, что приходила вчера, правда, тоже брюнетка, но ниже ростом и гораздо моложе. Переубедить девушку было невозможно. «Вам раньше приходилось видеть эту даму?» «Нет, мосье», — сказала она и добавила неуверенно. «И еще, мне кажется, она англичанка». «Англичанка?» «Да, мосье». Она спросила мосье Рено на очень хорошем французском, но акцент, пусть самый легкий, всегда выдает иностранцев. К тому же, когда они выходили из кабинета, они говорили по-английски. «И вы слышали, о чем они говорили? Я хочу сказать, вы поняли что-нибудь?» «О, я хорошо говорю по-английски», — с гордостью ответила Денис. «Правда, эта дама говорила слишком быстро, и я не ухватила смысла, но последние слова мосье Рено, которые он сказал, открывая дверь, я поняла». Девушка помолчала, потом старательно, с трудом выговаривая слова, произнесла по-английски. «Да, да, но ради Бога, идите сейчас». «Да, да, но ради Бога сейчас уходите», — повторил следователь. Он отпустил Денис и, поразмыслив немного, снова вызвал Франсуазу. Он спросил ее, не могла ли она ошибиться, точно ли мадам Добрей приходила вчера, и тут Франсуаза выказала удивительное упрямство. Вот именно, что мадам Добрей была здесь вчера. И сомневаться тут нечего. Конечно, это была она. А Денис просто-напросто выставляется перед вами. Вот так. И про иностранную даму она все сама сочинила. Хочет показать, что тоже не лыком шито, английский знает. Наверное, мосье и вообще ничего не говорил по-английски. А если и говорил, это ничего не доказывает. Ведь мадам Добрей отлично болтает по-английски, а с мосье и мадам Рено она только по-английски и разговаривает. А мосье Жак, сын мосье Рено, он здесь часто бывает. Так он вообще еле-еле говорит по-французски. Следователь не стал спорить с Франсуазой, он только поинтересовался шофером и узнал, что как раз вчера мосье Рено отпустил Мастерса. «Вероятно, ему не понадобится автомобиль», — сказал мосье, «и шофер может взять отпуск». Тут я заметил, что Пуаро недоуменно нахмурился. Лоб его над переносицей прорезала глубокая морщина. «В чем дело?» – прошептал я. Он нетерпеливо тряхнул головой. «Прошу прощения, мосье Бекс. Надо полагать, мосье Рено и сам умел водить автомобиль». Комиссар вопросительно посмотрел на Франсуазу, и она тотчас без колебаний ответила. «Нет, сам мосье не водил автомобиль». Пуаро еще больше нахмурился. «Объясните же мне, что вас так тревожит?» – нетерпеливо попросил я. «Как вы не понимаете? Ведь в письме мосье Рено предлагал выслать автомобиль за мной в Кале». «Может быть, он хотел нанять автомобиль?» – предположил я. «Возможно. Однако зачем нанимать, если у него есть собственный? И почему именно вчера он отправил шофера в отпуск? Так неожиданно и поспешно. Может быть, он по какой-то причине нарочно хотел услать его отсюда до нашего приезда?»